Здравствуйте, друзья! Можно ли попасть в параллельный мир? И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. История знает немало удивительных фактов, когда обычные люди пропадали бесследно. Такое случалось во все времена. Можно, конечно, считать, что все пропавшие стали жертвами насилия или просто сгинули в неизвестном направлении и умерли. Такое развитие событий нельзя отрицать. И в подтверждение тому есть беспощадные полицейские сводки и десятки неопознанных личностей, хранящихся в судебных моргах. Но есть и другая сторона этих фактов. Иногда люди пропадают буквально на глазах у множества свидетелей. Словно растворяются в воздухе. Их исчезновение ничто не предвещает. Человек в прямом смысле слова выходит в домашних тапочках на лестницу покурить или вынести мусорное ведро. И больше его никто из родных и близких не видит. Как объяснить этот факт? На улицу человек не выходил, вездесущие соседи его не видели. Да и как далеко можно было уйти зимой без верхней одежды? И главное, зачем? Сторонники материалистических ответов на все вопросы считают, что эти люди просто теряют память и по этой причине не могут вернуться домой. Такие факты в истории тоже были. Но сейчас речь не о феноменах человеческого сознания и странных болезнях, связанных с провалами памяти. Сторонники теории параллельных вселенных считают, что эти люди просто-напросто попадают в другую реальность и теперь живут в параллельном пространстве. Вернуться назад они по каким-то причинам не могут, а в нашем мире их считают без вести пропавшими. Очень хорошо подобный феномен описан в некогда популярном сериале Lost. Группа людей в результате авиакатастрофы попадает в параллельный мир, выбраться из которого они могут только все вместе. Поодиночке ни один из героев фильма не может покинуть таинственный остров в океане. А что если все в действительности может случиться на самом деле? Если человек попадает в иное пространство, то он может просто не знать, как ему вернуться в свою собственную реальность. Может быть и такое, что личность даже не осознает своего случайного перемещения. Параллельный мир может быть абсолютно идентичным нашему или совсем немного отличаться от того, в котором живем мы. В этой связи стоит вспомнить героя еще одного популярного американского сериала «Скользящие». В одной из серий герой радуется, что наконец-то смог вернуться в свою реальность. Настолько мир, в который он попал, был похож на его собственный. Осознание ошибки приходит к нему в тот момент, когда он едет на своем авто и послушно тормозит на перекрестке на красный сигнал светофора. Оказывается, в этом мире на красный принято ехать, а на зеленый, наоборот, останавливаться. Как происходит процесс перехода из одной реальности в другую? Что должен сделать человек, чтобы совершить это перемещение? В какой точке пространства находится, в какое время и как себя он должен вести? Ответов на эти вопросы пока нет. Эта область человеческих знаний до недавнего времени считалась несерьезной и антинаучной. Поэтому ее глобальным изучением занимались лишь энтузиасты. Специалисты в области аномальных явлений говорят лишь о том, что подобные смещения пространств могут происходить спонтанно, вне зависимости от воли человека. А личность, оказавшаяся в этот момент в нужном месте, становится заложником ситуации. Человек проваливается в открывшийся портал, а как выйти из другого мира в этот, он уже не знает. Для всех, кто остался в нашей реальности, этот человек становится пропавшим без вести. А на самом деле он может быть жив и здоров, только находится по другую сторону нашей Вселенной. Эта же теория о внезапно открывшихся порталах объясняет и появление в нашем мире странных, словно потерявшихся людях. Тех, кто с удивлением не может понять, что с ним происходит. Скептики, конечно же, назовут массу разумных доводов, вплоть до серьезных психических расстройств личности, но если бы все было так просто... Эту историю рассказала женщина, подруга которой стала одной из тех, кого родные уже не надеются увидеть в живых. Молодая женщина в буквальном смысле слова ушла в чем была. Жарким летним днем семейные посиделки на дачном участке закончились трагедией.
которое длится уже много лет. Валентина, сестра пропавшей Ирины, рассказывала, что компания родственников сидела за столом на летней кухне. Заметив, что на столе не хватает зелени для салата, Ирина вызвалась пойти за ней на грядки. Она поднялась, взяла нож для того, чтобы срезать зелень, и вышла из беседки. Больше ее никто из родных не видел. Через 10 минут муж и родственники Ирины стали шутить, что ее только за смертью посылать. Но через полчаса им стало не до смеха. Женщина вышла из беседки и пропала. Вышла в коротеньком летнем сарафане и легких шлепанцах. Опрос соседей ничего не дал. В тот день никто не видел Ирину на улице. Все личные вещи пропавшей оказались на месте. Но больше всего всех поразил факт, что ворота участка были заперты изнутри. Выйти, не открыв их, было невозможно. А перепрыгнуть без подготовки через 3-метровый забор не каждому под силу. Да и зачем это делать? Поиски не дали никаких результатов, а заявление в полицию так и осталось мертвым грузом в канцелярии местного АВД. Ни вечером, ни на следующий день Ирина так и не появилась. Отчаявшись, Валентина и муж Ирины Андрей решили обратиться к специалистам в области паранормальных явлений. С их помощью они смогли получить хотя бы приблизительный ответ о том, что могло произойти. Ученый предположил, что в тот момент, когда Ирина вышла из беседки и направилась к грядкам с зеленью, произошло смещение пространства. И женщина, сама того не зная, вошла в этот портал. По словам специалиста, портал не будет виден отчетливо и ярко. Легкое свечение или изменение перспективы пейзажа человеческий глаз может даже не уловить. А если человек и заметит подобные изменения, то скорее всего не придаст этому значения, посчитав, что это всего лишь игра света и тени, или не в меру расшалившееся воображение. При этом, говорят специалисты, и этих эффектов может не быть. То есть в привычном понимании этого слова портал не будет обозначен четко. Эта область паранормальных явлений одна из самых интересных. Ведь если мы поймем закономерность возникновения в тех или иных местах пространственных порталов, то сможем сознательно управлять этим явлением. И тогда, может быть, найдутся те, кто однажды ушел в никуда. Сестра и супруг Ирины по-прежнему надеются, что когда-нибудь она вернется так же неожиданно, как и исчезла. По совету специалиста они не меняют ничего в планировке участка. Ученый предупредил, что любые изменения в этом мире могут привести к необратимым последствиям в другом пространстве. И в следующий раз портал может не открыться в нужном месте. Андрей не торопится заводить новые отношения. Он уверен, что его жена не забыла о нем, а вернувшись, сможет дать ответ на вопрос, что же с ней произошло, и расскажет, что ощущают люди при перемещении в параллельную вселенную. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео, а еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки!